В мире ежедневно с кораблей падают в среднем от 2 до пары десятков контейнеров. Это происходит из-за штормов, кораблекрушений и поломок на судне. Вместе с контейнерами в океане оказываются и грузы, но из истории известны случаи, когда они были весьма интересными. И сегодня я расскажу о 5 самых известных необычных грузах, утерянных в мировом океане. Увлекательного просмотра! И 5-е место я отдала 34 тысячам перчаток для игры в хоккей. 9 декабря 1994 года в машинном отделении контейнеровоза Hyundai Seattle произошел крупный пожар. Судно направлялось из Кореи в Сиэтл с 726 контейнерами на борту. 49 из них были утеряны. В 2 контейнерах находилась хоккейная экипировка, 34 тысячи перчаток и щитков. Их, как и другие необычные грузы, активно искали бичкомберс – люди, которые зарабатывают на жизнь поиском утерянных моревещей. Повезло же некоторым хоккеистам. На 4-м месте у нас чипсы Doritos. Корабль, который их перевозил, потерпел крушение в Атлантике в ноябре 2006 года. Спустя некоторое количество времени тысячи пакетов с чипсами начали находить на пляже Outer Banks в Северной Каролине, США. Кстати, многие упаковки оказались неповрежденными. Пляж успели очистить за 1 день. Интересно, а акулы отведали вредные вкусности? 3-е место заняли 29 тысяч детских игрушек для ванн. Они попали в океан в 1992 году. Контейнер, в котором они находились, смыло во время урагана судна, направлявшегося из Гонконга в США. Среди игрушек были желтые уточки, синие черепашки, зеленые лягушки и красные бобры. Их в течение 15 лет находили в разных уголках мира, на берегах Северной и Южной Америки и даже Австралии. Этим случаем заинтересовались океанологи. С помощью игрушек они отслеживали направление течения в Тихом океане. Это явление получило название Friendly Floaters, или же дружелюбные плавучие вещи. Многие из них по-прежнему где-то дрейфуют, а те экземпляры, что удается выловить или найти на берегу, продаются за $1000. В начале нулевых истории потерпевших крушение уток заинтересовался журналист Донован Хон, и в 2011 году он опубликовал книгу «Моби Дак. Правдивая история 28 800 игрушек для купания, потерянных в море и пляжных гребцов, океанографов, экологов и дураков, включая автора, который отправился на их поиски». Ну, по сути, товар добрался до мировой ванной в виде океана. На 4-м месте у нас 80 тысяч кроссовок Nike. В мае 1990 года большой контейнеровоз Hansa Carrier, следуя из Южной Кореи в США, попал в сильный шторм. В тот день за борт корабля упало 5 контейнеров, в которых были 40 тысяч пар кроссовок фирмы Nike. Через полгода их начали находить на пляжах Северной Америки. Причем к берегам Орегона в США прибивались в основном левые кроссовки, а к острову Королевы Шарлотты в Канаде только правые. Ученые объяснили это асимметричным строением обуви и находят их до сих пор, хотя и реже, так как многие кроссовки обросли моллюсками, которые тянут их на дно. В сумме на сегодня найдено около 2000 штук. Так как они не были связаны шнурками, подобрать пару среди находок почти невозможно. Один из энтузиастов организовал с помощью интернета подбор пар по серийному номеру, имеющемуся на каждой кроссовке, и удалось составить около 600 пар. Эх, жалко, что у рыб нет ног. Так можно было бы устраивать морские беговые марафоны. И заслуженное 1-е место по необычности заняли 5 миллионов деталей конструктора Лего. 13 февраля 1997 года судно Tokyo Express, плывшее из Голландии в Нью-Йорк, попало в шторм и потеряло около 62 контейнеров. Среди них был один, наполненный деталями конструктора Лего морской тематики. В англоязычной прессе это событие окрестили как «большая утечка Лего». Со временем детали конструктора стали появляться на южном побережье Англии. Там находили ластов, осьминогов, спасательные жилеты, аквалангистов, водорослей и другие детали конструктора. Экоактивисты и сейчас регулярно на них натыкаются. Повторюсь, контейнер с конструктором был лишь одним из 62 утерянных в океане. Пляжница Трейси Уильямс и вовсе часть своей жизни посвятила поиску этих утерянных игрушек. Она годами документировала свои находки затерянных в море вещей в социальных сетях. В новой книге «По течению» она рассказывает историю о том, как утечка игрушек в 1997 году открыла ей глаза на проблему пластика в наших океанах. В рамках своего исследования Уильямс объединилась с учеными из Плимутского университета, чтобы проверить, как долго Лего сможет продержаться в море. По их заключению, его детали смогут продержаться от 100 до 1300 лет. Конечно же, ведь игра Лего останется в сердцах ее фанатов надолго.
Безусловно, эти грузы не так опасны для океана, как нефть или радиоактивные отходы, но согласитесь, наши прекрасные океаны они не украсят. Этим видео я хотела не только развлечь вас, уважаемые зрители, но и привлечь ваше внимание к проблеме загрязнения гидросферы. Надеюсь, вы уже подписались, поставили лайк и посмотрите другие интересные видео на канале. Благодарю за просмотр и до связи в следующих видео.